Всем привет! Сегодня такой, как бы лайтовый обзорчик ЖК Крылья. Есть такой комплекс, состоит он из 3 домов, но интересная такая архитектура, в общем-то. Так что можно посмотреть, я думаю. ЖК «Крылья» — это современный жилой комплекс Москвы в районе Раменки, выделяющийся своей архитектурой, уникальными особенностями и собственной инфраструктурой. ЖК «Крылья» в Москве строила группа «Эталон». Изначально застройщиком была компания «Лидер Инвест», которая впоследствии вошла в состав группы «Эталон». Поэтому проект был завершен именно этой крупной девелоперской компанией. Строительство ЖК «Крылья» на улице Лобачевского, 120 уже завершено, и дома были сданы в 2022 году. Ранее запланированный срок сдачи был в 2021 году, но дата сдвинулась. Среди интересных фактов – необычная форма корпусов в виде трилистника, общественные террасы на крышах, а также собственные образовательные учреждения и автоматизированные теплицы для жителей. Высота 3 башен в ЖК «Крылья» варьируется от 21 до 39 этажей. Причем самая высокая башня достигает 39 этажей. Конкретные этажи в каждой башне следующие. Первый элемент комплекса 21, 26, 31. Второй 28, 34, 39. И третий 25, 30, 35 этажей. Необычный дизайн корпусов в форме трилистника с зеркальными фасадами. Высота потолков в квартирах 3,1 метра. Большие окна высотой 2,25 метра и низкие подоконники обеспечивают хорошее освещение. Предусмотрены удобные эргономичные планировки с нишами для хранения, гардеробными, а в многокомнатных помещениях 2 санузла. Жилой комплекс отличается исключительными панорамными видами. Из окон квартир можно увидеть Воробьевы горы, Московский государственный университет, деловой центр, Москва-Сити, зеленые зоны, благодаря отсутствию плотной застройки. На территории комплекса расположена частная школа на 546 мест и детский сад на 238 мест. Впервые в Москве в ЖК будут установлены автоматизированные теплицы Panasonic, которые обеспечат жильцов свежими овощами круглый год. На территории комплекса есть ландшафтный парк с прудом, зона отдыха, детские и спортивные площадки, кинотеатр под открытым небом, а также дорожки для бега. Комплекс имеет закрытую территорию с пропускной системой распознавания номеров и круглосуточным видеонаблюдением. Есть подземный паркинг на 785 автомобилей с автомойкой и зарядными станциями для электромобилей. На первых этажах размещены коммерческие помещения, включая магазины и кафе. До ближайших станций метро Мичуринский проспект и проспект Вернадского можно добраться за 20 минут пешком. В 2021 году была открыта станция большой кольцевой линии Аминевская в 3 минутах ходьбы от ЖК, что делает комплекс еще более доступным. Одноименная станция МЦД-4 расположена буквально в 2 шагах. В непосредственной близости находятся престижные вузы, такие как МГУ, МГИМО и другие. Жилой комплекс «Крылья» в Москве построен с использованием монолитного железобетона в качестве основного строительного материала. Фасады облицованы композитом и оснащены вентилируемой фасадной системой. Для остекления применялось низкоэмиссионное стекло. Низкоэмиссионное стекло, также известное как энергосберегающее или Low-E, это стекло с нанесенным на него тончайшим покрытием из оксидов металла, которое обладает низкой излучательной способностью.
Благодаря этому покрытию зимой оно отражает тепло обратно в помещение, а летом препятствует проникновению жарких солнечных лучей внутрь, что снижает расходы на отопление и кондиционирование. Как оно работает? На внутреннюю поверхность стекла наносится теплоотражающий слой металлической пленки, часто серебра, толщиной в долю миллиметра. Этот слой блокирует длинноволновое инфракрасное излучение, которое является носителем тепловой энергии. Таким образом, тепло от отопительных приборов и предметов внутри помещения отражается обратно, а не уходит наружу через стекло. Покрытие пропускает видимый свет и солнечное тепло в помещении, но с минимальными потерями светового потока. Основные преимущества состоят в снижении потери тепла зимой и уменьшении потребности в кондиционировании летом, что ведет к снижению затрат на коммунальные услуги. Это покрытие создает комфортный климат, препятствуя образованию конденсата и промерзанию оконных блоков, так как внутренняя поверхность стекла остается теплее. Данное стекло имеет повышенную прочность в некоторых типах. Например, стекло с твердым покрытием, нанесенным методом пиролиза, более долговечно и устойчиво к механическим повреждениям. Осенью 2025 года цены на квартиры в ЖК «Крылья» в Москве начинаются примерно от 12 миллионов рублей за студию и достигает 25,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру и выше. А цена за квадратный метр варьируется от 392 тысяч до 415 тысяч рублей и выше, в зависимости от типа квартиры и ее площади. Диапазон цен по типам квартир. Студии от 12, однокомнатные квартиры от 18, двухкомнатные от 22, трехкомнатные от 25, четырехкомнатные от 39 миллионов рублей. Средние цены за квадратный метр. Студии 415, однокомнатные 392, двухкомнатные 332, трехкомнатные 267, четырехкомнатные 368 тысяч рублей. Цены могут различаться в зависимости от точного расположения, этажа и отделки квартиры. Это ориентировочные цены по состоянию на сентябрь-октябрь 2025 года. В зависимости от рыночных условий цены могут меняться.